Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. Вот уже 2 года я живу в деревенском доме, переехала сюда из города и живу здесь постоянно, и зимой, и летом, как елочка одним цветом. Из животных я здесь содержу исключительно кошек, у меня 6 хвостиков, но я также подкармливаю синичек и снегирей. Они у меня вместо курочек. Сегодняшнее видео будет о страхах и мифах деревенской жизни. Периодически я читаю ваши комментарии, и вы мне очень часто пишете о том, как: Наташа, как у тебя здорово, как я тоже хочу переехать в деревню, хочу купить домик, но у меня есть такой-то вот страх, я боюсь этого или этого. Очень много страхов вы мне перечисляете в комментариях. Вы мне дали очень классную обратную связь, спасибо вам за это. Вообще, зачем я взяла вот эту тему страхов, да? Чтобы развеять эти ваши страхи и опасения, и чтобы ваша мечта о домике в деревне, она все-таки исполнилась, чтобы ни один страх не помешал исполниться этой мечте. В общем, друзья, с точки зрения психологии, как возникает страх вообще? Страх возникает у человека, у которого очень мало информации о чем-то или о ком-то, о каком-то объекте, о каком-то событии и так далее. В данном случае, если у вас очень мало информации о переезде в деревню, о покупке деревенского дома, конечно же, вас это пугает, неизвестность вас пугает, да? Так вот, чтобы развеять вот этот страх, вот эту неизвестность нужно сделать известностью. То есть досконально изучить всю информацию о переезде в деревню, досконально изучить всю информацию о покупке деревенского дома. Собственно, я вот так вот тоже преодолевала свои страхи. Я изучала информацию, я смотрела YouTube, я смотрела блогеров, которые уже переехали в деревню. И благодаря этому, благодаря тому, что я все больше и больше смотрела деревенских домов, все больше узнавала информации, некоторые мои страхи просто отпадали сами собой. Поэтому сегодня мы с вами будем разбирать все ваши страхи, и попутно я буду рассказывать о своем опыте, расскажу о своих страхах, какие у меня были страхи, как я с ними справилась. Ну и, конечно же, попутно мы с вами разберем мифы о деревенской жизни. Потому что их очень много у людей городских, которые только собираются переехать в деревню, вести деревенскую жизнь. Очень много разных представлений у людей, которые еще не имеют такого опыта. Так вот, здесь эти мифы будут развеяны. В общем, мы здесь с вами сравним ожидания моих подписчиков и хейтеров и реальность такую, какая она, в общем-то, и есть здесь, да. В общем, здесь я вот в телефоне собрала скрины комментариев, которые вы мне писали с вашими страхами. Сейчас мы будем с вами их разбирать. В общем, первый, самый главный страх и миф о деревенской жизни, с которым я сталкиваюсь в комментариях, и вообще, когда я искала деревенский дом, у меня тоже немножко были какие-то вот такие опасения по поводу того, что деревня – это абсолютная глушь, в которой недоступны блага цивилизации вообще. Ну, не знаю, друзья, вот здесь это очень такой интересный момент есть по поводу ваших ожиданий, да, что вы вообще ожидаете от жизни в деревне, какую деревенскую жизнь вы вообще видите перед собой. Лично мои ожидания от деревенской жизни были таковы, что даже несмотря на то, что я перееду в деревню и буду вести деревенскую жизнь, я ни в коем случае не откажусь от благ цивилизации. Все-таки я современный человек, который живет современную жизнь, я не собиралась быть отшельницей, мне просто нравилось жить наедине с природой, жить именно в деревенском доме. Я искала именно такой дом-сруб, чтобы он был из дерева. Мне хотелось атмосферы живого огня, поэтому я искала дом именно с печью. Мне хотелось жить на своей земле, выращивать свои овощи, фрукты. То есть вот такой жизни мне хотелось. Мне хотелось удаленно работать, чтобы не нужно было на работу ездить каждый день. Да? То есть вот такой образ жизни я себе представляла, когда представляла свою деревенскую жизнь. И поэтому я искала такие деревенские дома, в которых была какая-никакая цивилизация. Для меня была важна связь, как ловит интернет в той местности, в которой я ищу дом. Кстати, расскажу вам небольшой лайфхак. Когда вы ездите, осматриваете деревенские дома, обязательно берите с собой 2-3 симки разных операторов. И когда вы приезжаете на осмотр деревенского дома, обязательно проверяйте, как работает связь. И таким образом у вас будет хороший интернет и возможность удаленно работать. Потом лучше всего искать дом, который находится рядом с райцентром. Вот у меня, например, райцентр находится в 10 километрах от моей деревни. И поэтому мне не составляет труда туда добраться. Я даже на велосипеде как-то ездила в райцентр, у меня даже есть видео об этом. Вот. Ну а так если мне нужно купить там какие-то продукты, сделать какие-то дела, забрать посылку с почты и так далее, я вызываю такси из райцентра и еду туда по делам. Такси у нас недорогое, стоит 250-350 рублей. 2-3 раза в месяц я вот так вот езжу по делам в райцентр и пользуюсь всеми благами цивилизации. То есть я не испытываю каких-то таких затруднений с трансфером, да. То есть когда вы выбираете дом, конечно же, нужно учитывать вот эти все нюансы. Сейчас практически в каждом селе, в каждой деревне есть пункт выдачи Озон или Wildberries. По крайней мере, в райцентре так точно. Вот у меня лично есть в деревне в моей пункты выдачи Озон.
А в Wildberries так вообще возят мне на дом курьером все товары. Кстати, если кто-то не знал, если вы набираете заказ на Wildberries на 1500, то курьер привозит вам бесплатно весь ваш заказ, да, только нужно набрать именно вот на 1500. Ну и также есть такие мифы, знаете, и легенды о том, что если ты переезжаешь в деревню, то обязательно там ты будешь ходить в лаптях, пить воду из колодца, носить воду из колодца, готовить исключительно будешь на костре. Смотрите, даже несмотря на то, что я живу в деревенском доме, я пользуюсь современной техникой. У меня есть современные пылесосы, у меня есть стиральная машинка. Что там еще у меня из техники есть? У меня есть газовая плита. Новая, кстати, я покупала, когда завела газ себе в дом. У меня есть холодильник. Кстати, я хочу купить еще дополнительно морозилку, морозильный ларь, чтобы у меня побольше туда ягод умещалось, потому что я очень люблю ягоды зимой кушать, разные малинку, там всякую вишню, виноградик, клубничку. А еще недавно у меня появился классный тостер, друзья. Сейчас я вам расскажу все про него и покажу его. Это тостер от компании Дюмон. Я очень люблю поджаренный хлеб на завтрак и всегда мечтала о тостере. Он сделан из нержавеющей стали, у него есть 7 режимов поджаривания хлеба, а также у него есть кнопочка для простого подогрева и кнопочка для разморозки, то есть в нем можно размораживать продукты. Ну и также есть кнопка отмены, если вам вдруг захотелось быстро выключить его. А еще мне очень понравилось, что у него есть такой вот специальный выдвигающийся поддон, из которого можно выкидывать крошки. Я люблю слегка вот такой вот поджаренный хлебушек, люблю намазать его сливочным маслом и сверху добавить и корки минтая. И съесть это все с кофейком или с чайком, это просто божественно. Попробуйте обязательно, очень вкусно. В общем, хорошее настроение после такого завтрака обеспечено на целый день. Тостер Дюмон можно купить в магазинах М-Видео, а также на Wildberries и на Озон. Оставлю вам ссылку на него в описании. В общем, друзья, подвожу итоги, да. Если вы хотите, чтобы вы жили деревенской жизнью, но при этом не хотите отказываться от благ цивилизации, так не отказывайтесь от них. Ищите себе такой дом, где будет хорошая связь, хороший интернет, где вода будет заведена в дом, где будет в доме отопление. Лучше всего, конечно, газовое отопление, потому что печное отопление, оно хоть и классное, романтичное, но требует очень много денег и энергозатрат. Также ищите дом деревенский рядом с райцентром. Смотрите, какая транспортная связь, изучайте транспортную связь, как вы будете доезжать куда-то. То есть представьте в голове себе вот ту картинку, ту жизнь, которой вы хотите жить в деревне. И тогда вам будет проще найти то место, в котором будут доступны все блага цивилизации. То есть миф о том, что деревенская жизнь – это жизнь отшельника, это миф. Но если только, конечно, вы не собираетесь отшельничать, да, потому что, может быть, кому-то, наоборот, хочется уехать подальше от цивилизации, чтобы там были плохие дороги, чтобы до вас никто не доехал, чтобы вам с трудом приходилось покупать продукты, прям вот на лоне природы, прям чтобы у вас был домик посредине леса, чтобы вы пользовались исключительно свечами по вечерам, и чтобы у вас не было интернета. Если вы хотите такую жизнь, ну, ищите тогда такой дом, дом отшельника. Вот, надеюсь, этот миф и этот страх я развеяла у вас. Это, пожалуй, это основной такой страх, наверное, у всех, который возникает. Ну а сейчас я буду зачитывать ваши страхи в комментариях, которые вы мне писали, и немножко мы с вами поразбираем ваши страхи, да, прочистим, скажем так, дорогу к вашей мечте о деревенской жизни и деревенском домике. Итак, поехали. Ну вот человек здесь пишет. Мой главный страх – токсичные соседи, знакомые, от которых никуда не денешься, если хоть немного накосячил. Там 3 травинки оставил на грядке, пыль на шкафу, нет 33 блюд, когда неожиданно пришли гости. А такое там часто, в гости ходят все, и ты всегда должна быть во всеоружии. Ну, первый страх, вот здесь человек пишет, страх токсичных соседей. Кстати, когда я выбирала дом, я принципиально выбирала дома обособленно стоящий и смотрела, чтобы соседи стояли от меня как можно дальше. То есть я хотела, чтобы соседские дома не стояли частоколом возле меня, да, и я вот принципиально обособленно стоящие дома выбирала. Вот, я учитывала вот этот свой страх, у меня тоже был страх таких вот соседей, которые включают какой-нибудь шансон на всю Ивановскую, да, и ты сидишь на своем участке и слушаешь вот это вот дынц, 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 или Шафутинского. Я календарь переверну. Что-то такое, да. Не все любят посторонние звуки какие-то, да, поэтому я очень тщательно выбирала дома и выбрала именно тот дом, который стоит на краю села, и у меня сейчас соседи только с одной стороны. Когда я покупала дом, то соседский дом, он был нежилым,
И у меня была возможность, скажем так, выбрать себе соседей, да. Хозяин дома, который продавал дом, договорился со мной, как бы попросил меня, чтобы помогла я ему продать этот деревенский дом, найти покупателей. И, в общем-то, мы вместе с ним покупателей выбирали хороших, прекрасных людей. И у меня теперь просто прекрасные соседи, я нарадоваться не могу просто на них. Привет соседям! Ну, а вы, когда выбираете дом, то, конечно же, смотрите, какие люди живут рядом с тем домом, который вы хотите купить. Пообщайтесь с местными жителями, расспросите, кто здесь живет, как здесь живет. То есть поинтересуйтесь не только у продавца дома, но и с местными жителями пообщайтесь. Вот так вот страх токсичных соседей, конечно, уже у вас исчезнет, наверное, не знаю. Но я, по крайней мере, взяла вот этот страх в свои руки и, в общем-то, не дала ему реализоваться. Потом здесь человек пишет, что никуда не денешься, да, там соседи всегда смотрят, да, как у тебя прополоты грядки, есть ли пыль на шкафу, насколько ты хлебосольная хозяйка, встречаешь ли ты своих гостей с хлебом, солью и так далее. Но тут, знаете, друзья, вопрос личных границ. Если вы не хотите общаться с каким-то человеком, можно спокойно объяснить человеку, что я тороплюсь, у меня сейчас дела, у меня есть какие-то дела, я не могу сейчас стоять с вами разговаривать, например, или, например, я сейчас не готова к гостям. Конечно, деревенские жители, они немножко просты в том плане, что они могут с ноги зайти в ваш дом, но у меня лично такого нет в деревне. У меня всегда общение с соседями происходит так, что мы сначала договариваемся о том, что кто-то кому-то в гости придет, да, а потом уже приходим. Нет такого, что я, например, бегу к соседке, ломлюсь к ней в дверь и прошусь за стол, понимаете? Ну, по крайней мере, я соблюдаю свои личные границы и соблюдаю границы других людей, да, и поэтому у меня нет никогда незваных гостей, и я никогда не готовлю 33 блюда, чтобы удивить этих гостей. Зачем это вообще делать? И я даже не парюсь за то, что у меня там грядки взросли, и соседка видит, что у меня там трава по пояс уже. Понимаете? Вы живете на своем участке и создаете сами свои грядки, за них отвечаете. Зачем вам отчитываться за свои грядки, не прополотые соседям? Зачем вам жить показушной жизнью? Вот скажите мне, пожалуйста. У меня, кстати, очень часто мелькают грядки в видео не прополотые, и я как-то спокойно к этому отношусь, потому что у меня не всегда есть время прополоть эти грядки. Не сказать, конечно, что я их совсем не пропалываю, я пропалываю их, но тогда, когда у меня есть время и силы. Вот. В общем, если к вам зачастили гости, и вы им не можете отказать, то это вопрос личных границ. Вам нужно поработать с психологом, который вам четко объяснит, как беречь свои личные границы и договариваться с людьми о том, когда к вам придут гости или не придут гости. И вообще вы имеете право отказать в гостеприимстве, потому что вы, например, заболели, у вас какие-то дела. Это вполне нормально, я считаю. Так, переходим к следующему страху. Значит, следующий страх, вот здесь пишут. Меня больше всего пугает жить без денег в деревне и одиночество. Если уезжать, то с кем-то вдвоем. Вдруг я умру, и мой труп даже никто не найдет и не сможет похоронить, а в городе мой труп сразу же найдут. Ой, не скажите. Я знаю много случаев из криминальных новостей, когда человека, который погиб, да, в своей квартире, его находили там через полгода, когда соседи уже по лестничной клетке задыхались от запаха. То есть и в городе, в городской квартире вы тоже так же можете умереть в одиночестве, и никто этого не заметит. Деревня тут ни при чем. Вот здесь пишут, если уезжать, то с кем-то вдвоем. Знаете, у меня тоже был такой страх, что без мужчины я не справлюсь вот с этим бытом деревенским, но жизнь поставила меня в такие обстоятельства, где я, ну, не смогла поступить иначе. Не спорю, в деревне действительно очень много такой мужской действительно работы и очень много дел, не так, как в квартире. И здесь, кстати, не так-то просто найти мастеров каких-то, которые вам что-то починят, строителей и так далее. В городе с этим намного проще, да. Но тем не менее, как-то я нахожу этих мастеров, как-то я справляюсь здесь без мужчины. Хотя такой страх был изначально. Но и было, знаете, такое очень сильное желание, очень сильная потребность в своем доме и в деревенской жизни. Была огромная просто мечта, которую не реализовать я просто не могла. Когда я встречалась с мужчинами, мы, конечно же, общались на тему жизни за городом и так далее. И ни один мужчина не был готов уехать, жить вот так вот в деревню за город, купить дом. Никого из мужчин, с которыми я встречалась, не вдохновляла эта идея. И я поняла, что если я сейчас не исполню свою мечту о деревенской жизни, о деревенском доме, то мне будет еще хуже. Но кто, если не я? Почему я все время жду кого-то, кто исполнит мою мечту? Почему я ее не исполняю сейчас сама? И, в общем, я пошла в этот страх жизни деревенской в одиночестве,
И как видите, во-первых, никакого одиночества здесь у меня нет, и как-то без мужчины я здесь справляюсь. Да, не спорю, без мужчины, конечно же, намного сложнее, но все-таки вполне все возможно и реально оказалось, да. Можно вполне справиться и без мужчины, особенно в современные деревни, да, где райцентр недалеко, где есть интернет и Авито, где можно найти на Авито мастера, да. Жизнь в современной российской деревне, она немножко полегче, чем раньше. Поэтому не ждите никогда кого-то, кто с вами поедет, кто с вами будет реализовывать эту мечту. Вы можете всю жизнь так просидеть, и не исполнится у вас ничего. Следующий страх: в селе еще выживешь, если молодая пара, если есть машины, есть стабильный доход, а больше всего боюсь того, чего нет в селах нигде. Медицинской помощи, если, не дай бог, что-то срочное, то это страшно. Я тут недавно наткнулась на видеоканал женщины, которая живет на севере Нижегородской области. Я делилась, кстати, ссылкой на этот видеоканал в своем телеграм-канале. Если кто не видел, проходите, смотрите, там все есть. Так вот, она живет одна, она пенсионного возраста. И она просто кайфует от вот этой жизни. Она кайфует от вот этого быта деревенского. Ходит в лес одна, ходит на зимнюю рыбалку, сама там чинит печь, сама печет пироги. То есть, понимаете, дело совсем не в возрасте и не в том, что вы с кем-то или не с кем-то. Если есть машина, у меня нет машины, я живу в деревне, я езжу на общественном транспорте и вызываю такси. Кстати, когда я выбирала дом, я смотрела именно те дома, куда я сама могу добраться на общественном транспорте. Если меня, например, звали на осмотр дома, где предлагали меня довести до места на машине, то тут я уже, конечно, немножко сомневалась, потому что если туда не ездит общественный транспорт, то как я смогу без машины, да, вообще? У меня машины не было, поэтому я стала искать исключительно те дома, у которых была хорошая транспортная доступность, чтобы можно было туда или на такси доехать, или на общественном транспорте, ну, как-то добраться, да, без машины. Так что отсутствие машины – это не повод отказаться от жизни в деревне, понимаете? Машина не обязательно. К тому же машина – это очень большой расходник, я уже рассказывала в одном из своих видео, да. Вот здесь человек пишет про стабильный доход. Ну, стабильный доход. Вы можете устроиться на работу в райцентр. У меня, например, соседка работает в райцентре. Кстати, у нее тоже нет машины, она ездит в райцентр на такси, либо ее кто-то из знакомых подвозит туда. Стабильную работу можно найти в райцентре точно, 100%, если вы живете недалеко, если ваша деревня находится недалеко от райцентра, да. Ну и также сейчас просто грех не работать удаленно, понимаете? Кто захочет найти удаленную работу, тот ее найдет. Это не так-то сложно сейчас на самом деле. Век мобильной связи, не найти удаленную работу, но я не знаю, как это вообще. Кто хочет, тот всегда найдет. Ну вот здесь еще про медицинскую помощь пишут, да, что с медициной очень плохо в сельской местности. Ну, я бы так не сказала. Во-первых, вот в моей деревне есть фельдшерский пункт. Если случается что-то такое сверхэкстра, да, всегда можно позвонить фельдшеру местному. Или всегда можно вызвать скорую помощь из райцентра, если что-то случается. У нас есть больницы в райцентрах. Кстати, там не такой большой поток людей, которые нуждаются в медицинской помощи, как в городах, например. Поэтому вы учтите это. То есть отсутствие медицинской помощи – это надуманный страх, мне кажется. Как я уже сказала, если вы не хотите жить отшельнической жизнью, то вы, конечно же, будете искать деревню с какой-то более-менее инфраструктурой. Правильно? Правильно. В том числе и с медицинской помощью, конечно же. Вот тут еще делится, что мои страхи по переезду – это практически отсутствие медобслуживания, сложности в нахождении заработка, учеба ребенка. У нас, кстати, в деревне есть детский сад. Я очень удивилась. У нас здесь где-то около 300 жителей, и даже дети ходят в детский сад. Есть специальное помещение по детский сад. Раньше даже была школа. Сейчас ее нет, дети ездят учиться в райцентр. Приезжает специальный школьный автобус, забирает их и увозит. Так что, если вы хотите устроить ребенка в детский сад или школу, обязательно нужно искать такую деревню, из которой можно ходить или возить ребенка с помощью школьного автобуса до места учебы или до детского сада. Дальше. Всем привет, меня зовут Екатерина, мне 23 года, 20 лет я прожила в городе, отучилась на ветеринара и там же нашла своего мужа. О, смотрите, как здорово. Он агроном. После окончания учебы переехала к нему в деревню в 2023 году летом. Первое время было страшновато. Как так переехать в деревню? Но мне очень понравилось. Я научилась доить корову. Как руками, так и доильным аппаратом. Первый раз ездила в санях, заряженных лошадью. Вот, кстати, классный экспириенс. Я когда была маленькая, нас с сестрой возили к бабушке в деревню. Там дед наш тоже ездил на телеге с лошадью. Вот это было классно. Я на телеге каталась в детстве, запряженной лошадью.
В общем, познавала деревню со всех сторон. У нас очень много баранов. И как-то раз пастух их перекормил на поле, и мы их вытаскивали с того света 2 суток. Было очень страшно за них. Это одна из первых серьезных практик. Потеряли около 50 голов, к сожалению. Первое падение с лошади пережила и много чего другого. И, кстати, когда переехала, нашла ваш блог и тоже начала снимать. Вы пример для нас. Вот смотрите, человек не побоялся деревенской жизни и даже нашел себе мужа, который живет в сельской местности. Городская девушка доит коров, справляется со стадом баранов, ездит на лошади и теперь снимает свой блог. Супер, супер, молодец человек. Учитесь, как справляться со своими страхами. Просто идите в них, изучайте информацию, и тогда все будет классно. Вот здесь еще пишут. Интересная тема. Страхов нет, но беспокоит интернет. Нет проводного, а только мобильный периодически глушит. Понятно, из-за чего его глушит, я не буду здесь рассказывать, да. Работая удаленно, испытываю иногда трудности, но задумалась зато о резервном канале, спутниковый интернет. Иногда беспокоит присутствие людей вокруг. Я несколько социофобная и немножко переживаю, когда рядом странные звуки. Но это чаще просто надуманное беспокойство. Что еще? В прошлом году переживала о том, что не могла найти ветеринара конного. Нашла целую мобильную бригаду и успокоилась. Стараемся держать в хорошем состоянии авто, чтобы оставаться мобильными. Потому что нужно делать закупки продуктов, кормов и просто ездить туда-сюда. Благо еще есть доставки. Да, собственно, и все. В селе у нас есть все магазины, аптека, ПВЗ, колхозы. До города 30 километров, так что особо больше ничего не беспокоит. Вот человек еще один поделился опытом своей деревенской жизни. Дело в том, что за городом и в деревнях и селах нету оптоволоконного вот этого проводного интернета, да. И здесь, как правило, сейчас, по крайней мере, в современном нашем мире, как проводит интернет в деревню. Просто стоит мобильная вышка где-то недалеко от села, да, на крышу дома вешается усилитель сигнала, который ловит сигнал с вышки, усиливает его, передает на роутер, и этот роутер потом Wi-Fi раздает вот этот мобильный интернет. Практически такой же он получается, как и оптоволоконный по скорости и качеству, да. Единственное, что, да, действительно сейчас такие проблемы с тем, что глушит интернет периодически, да, из-за всем известных обстоятельств. У меня сейчас тоже такое есть периодически, но я, знаете, чем спаслась, друзья? Я просто нашла специальную программу, о которой здесь рассказывать не буду, потому что ее рекламировать нельзя. Но если вы пройдете в мой телеграм-канал, я там подробно расскажу, там можно подробно рассказать. Публично об этом сейчас рассказывать нельзя, иначе могут наказать. Ну или как человек тут пишет, вообще можно спутниковый интернет установить, хотя он намного дороже, конечно, обойдется, чем обычный мобильный. А еще тут пишут, что странные звуки беспокоят. Я, кстати, тоже очень сильно пугалась, особенно первое время, когда я только сюда переехала. Здесь нету привычного вот этого шума, как в городе, да, когда за одной стенкой у тебя сосед кряхтит, там музыку включил, сверху там тебе кто-то ногами топает, где-то в кране течет вода, за окном постоянно гул машин, то есть вокруг тебя в городской квартире постоянно какой-то шум. И ты настолько к этому привыкаешь, что когда переезжаешь в деревню и живешь в деревенском доме, то вот эта тишина, она просто первое время очень сильно пугает, и ты прям прислушиваешься к каждому шороху. Я когда ночевала первой ночи здесь, я просто очень сильно пугалась. Я еще тогда не перевезла кошек своих, я только перевозила вещи, да, и кошек я еще не успела перевезти. Я ночевала первую ночь, пока без кошек, и была такая тотальная тишина здесь. Вот это прям вот пугало, что ни единого звука не было. Сейчас-то, конечно, я привыкла, и для меня, наоборот, роскошь жить в доме, где нет ни единого звука, который тебе создает какой-то вот этот тревожный фоновой шум постоянно. Наоборот, мне это очень нравится, что здесь тихо. Но когда, например, с крыши начинает литься вода и капать в какое-то ведро за стенкой вот здесь вот у меня, я, например, забываю иногда ведро убрать, и я просыпаюсь от того, что где-то ритмично что-то стучит, и немножко пугаюсь, как будто в стенку кто-то долбится. А потом вспоминаю, я там же ведро забыла убрать. Посторонние звуки для меня сейчас воспринимаются здесь как нечто специфичное, да. Следующий страх, вот здесь человек пишет, а мне страшно ночью одной в доме, и вообще я проезжаю мимо поселка вечером, освещение 0 с минусом, как будто не живет никто. Я удивляюсь тем, кто вообще один в деревне живет. Это что же в голове у человека, какое видение? Еще далеко врачи. Ну, как я вам сказала, врачи не всегда далеко. Если вы хотите медицинскую помощь, то ищите такие деревенские дома, где недалеко будет райцентр, и будет вам медицинская помощь, как я уже сказала, да. По поводу освещения, кстати. Недавно моя соседка написала заявление и добилась того, что нам повесили на столб фонарь, которого у нас не было. Попросила администрацию повесить фонарь, и теперь на улице у нас светло. Хотя у нас по всей улице висят фонари. Тут, наверное, нужно как-то общаться с администрацией и
решать вот эти вопросы, а не пугаться того, что ой, как темно. А я, кстати, не очень люблю, когда много света на улице ночью. Вот такого я имею в виду, когда фонарей много. Создается ощущение, что я в городе. Поэтому я у себя отказалась от фонаря, который должен на моем столбе висеть. И я просто сделала освещение на крыльце, сделала фонарь, который автоматически включается, когда я к дому подхожу, да. То есть для меня это как бы с освещением никаких проблем. В общем, это можно решить. Следующий страх: на земле работать надо. Ту же траву покосить, зимой снег почистить, не говоря уж про то, чтобы что-то вырастить. Если не будет сил что-то сделать, то сразу даже по участку будет видно, кто лентяй. А вот здесь страх того, что вас обзовут лентяем, я так поняла, да? А я, кстати, очень люблю снег чистить. Это, знаете, как в фитнес-центр сходить. Вот раньше, когда я жила в городе, я ходила в фитнес-центре, занималась там, бегала на беговых дорожках, падала с беговых дорожек, было такое дело, меня вывозили на скорой. Я один раз рухнула с беговой дорожки и ушибла руку. Так вот, друзья, это же деревенский спорт, чистить снег, косить траву, это же особый вайб. Я не знаю, почему все этого так боятся. Когда вы очищаете свое собственное пространство, делаете его более уютным, более красивым, более чистым, когда травочку покосишь, участок смотрится так красиво, ровненько. Но это же просто кайф, когда вы наблюдаете плоды своих трудов непосредственно вот сами, да, когда вы что-то делаете. Я раньше, когда была маленькой, я с бабушкой чистила снег, и мне это в памяти так отложилось. У меня остались очень приятные воспоминания. И каждый раз, когда я чищу снег, я вспоминаю бабушку, как я с ней чистила вместе в детстве снег. Не надо бояться физического труда. Он вам помогает, наоборот. Помогает развеять голову, забыть про какие-то проблемы психологические, страхи. Вышел, снежок почистил, и сразу депрессия пропадает. 100% вам рекомендую чистить снег, косить траву. Это идеальное лекарство от депрессии и от тревожности. Ну, а если у вас нет сил почистить снег или покосить траву, нужно просто лечь, полежать, отдохнуть. Потом вы с новыми силами встанете и пойдете почистите этот снег. Но в конце концов, весной этот снег растает, а зимой травы вообще нету, ее не надо косить. Следующий страх. Добрый день, человек, я деревенский, и, казалось бы, весь деревенский быт знаю от и до, но страхи есть и у меня. Раньше было проще, сейчас с появлением благ цивилизации все усложнилось. Кажется, что пишу ерунду, должно же быть легче, но обслуживание всего оборудования, ремонт, проверка, замена, все это стоит денег. Я не знаю, где, как, но у нас все эти службы просто оборзели, не боятся ничего, так как любая жалоба выше все равно спускается к ним в организацию, и на этом все заканчивается. Ответственность за оборудование лежит на собственнике, и меня это тяготит. В перспективе планирую колодец и печь поставить, чтобы не быть хотя бы в зависимости от электричества. И больше не боюсь ничего. Кстати, у меня в Телеграме, в комментариях люди делились различными лайфхаками, что делать, если вдруг у вас, например, выключилось электричество, вы без электричества сидите, что делать, если у вас, например, кстати, много всего зависит от электричества. Тот же насос, который из скважины воду качает, он работает от электричества. У меня, кстати, на отопительных трубах тоже насос стоит, который гоняет воду по трубам. Без него у меня отопление тоже в доме не будет работать. Вот видите, тут человек говорит, что можно колодец вырыть или какую-то особую скважину, которая не всегда зависит от электричества. Там какие-то разные виды скважин есть, где вы можете как из колодца из нее воду набирать, так и с помощью насоса. Ну, в общем, у меня в Телеграме люди делятся прям лайфхаками, где рассказывают, как они там, какие генераторы покупают, какие колодцы роют, чтобы не зависеть от каких-то служб и так далее. В деревне, кстати, это намного проще сделать, чем в городе. В городе, если у вас отключат электричество, воду, отопление, вы не сможете разжечь костер посреди квартиры, да, чтобы согреться, и сходить на речку тоже не сможете, чтобы набрать воды. Кстати, когда я жила в городе, снимала квартиру, у нас был там такой случай, когда была какая-то очень крупная авария на водозаборной станции, и у нас несколько дней, дня 2 или 3 точно, не было воды вообще никакой в квартирах, ни горячей, ни холодной. Я не могла смыть унитаз, я не могла что-то приготовить, я не могла помыться. И у нас буквально за сутки во всех близлежащих магазинах скупили всю воду питьевую. Прям моментально с полок магазина пропала вода питьевая. И, по-моему, на вторые сутки только нам администрация предоставила водовоз, возле которого выстроилась огромная такая длинная очередь, где люди набирали воды, хотя бы чтобы в туалете смыть, извините меня за подробности. А в деревне, хоп, если тебе отключили электричество или воду, ну что тут, можно костер зажечь, согреться у костра,
печь растопить, да, колодцы воды набрать. Здесь в деревне на самом деле выжить намного легче, чем в городе-то, так-то если подумать. Вообще, знаете, все, что неизвестное, все вас страшит, как я уже сказала, да. И если вы пропишете какие-то проблемы, которые с вами могут случиться, да, если вы будете жить в деревенском доме, и пропишете решение этих проблем хотя бы на бумаге, да, вы увидите, что можно будет сделать, если с вами случится вот это, например. Если у вас, например, сломается скважина, там в скважине насос, что вы будете делать? Так, ага, я пойду на Авито, я найду мастера, даже можно вот сейчас прям, не отходя от кассы, найти этого мастера, который в близлежащей округе живет и с которым можно созвониться и договориться. Вот вы чините, например, насосы в скважине, он скажет: я чиню насосы в скважине. И вы такие: опа, если у меня сломается скважина, у меня уже есть контакт человека, который может решить эту проблему. Или 2 контакта, или 3 контакта можете приобрести. На всякий случай, чтобы себя обезопасить, да. Следующий страх. Хотя у меня уже давно есть домик в деревне, здесь цивилизация и неоткуда быть страху. Но вот если бы сейчас покупал, больше всего боялся бы подстав по варианту Долиной. Купишь, вложишься, а потом окажется, что твое это не твое. Но это вопрос юрисдикции. Вообще, кстати, когда я покупала дом, я покупала его через... Есть такой сервис у Сбербанка, который помогает оформлять сделки по недвижимости, да. Скачиваешь приложение или регистрируешься у них на сайте. Дом-клик, по-моему, называется этот сервис. Да, Дом-клик. Так вот, я через Дом-клик оформляла всю сделку. И я там оплачивала услуги специалистов. Штук 5 или 7 специалистов мне проверяли документы по дому, смотрели, какие есть риски, мне писали об этом. И я, увидев, например, риск, вот, кстати, мне дом пытались продать с участком без межевания. И я сказала продавцу, что вот пока вы не сделаете межевание, я у вас дом не смогу купить, потому что я рискую, да. И вот так вот я договорилась с продавцом дома, они специально сделали сами межевание, и только потом я у них купила дом с участком. Это вот такие вот моменты, где нужно быть просто очень внимательным и платить специалистам своего дела, которые смогут вам обезопасить сделку, да. Вот здесь очень смешной комментарий написали. Боюсь, что после большого вложения средств в стройку дома ожидания не оправдаются, и будет все не как в Пинтересте, а как в одном месте. Pinterest, если кто не знает, это такой сервис, где очень много красивых картинок с идеальным ремонтом, и люди оттуда берут идеи для ремонта. Кстати, я когда покупала дом, я сначала задумывалась, может быть, мне построить дом, который я хочу. Но потом поняла, что мне как женщине очень сложно будет связываться со стройкой. По крайней мере, мне точно. У меня вообще никакого опыта нет в строительстве. И у меня рядом нет мужчины, который бы занимался и помогал с этим строительством. И я для себя так решила, что я куплю уже готовый дом и буду как-то его постепенно, потихоньку доделывать. Ну, так что вот, если вы боитесь большого вложения средств в стройку, лучше тогда не вкладывайтесь в эту стройку, а купите готовый дом и уже его потом доделайте постепенно, как вам хочется. Следующий страх. Наверное, непрактично думать о том, что в деревне тоска смертная, особенно в межсезонье. Боюсь одиночества, боюсь дикости людей, природы, боюсь остаться без поддержки, без помощи, нищей, жалкой и бессильной. Про тоску смертную. Слушайте, вот здесь, в деревне, некогда тосковать, если честно. Вообще, от слова совсем, некогда здесь скучать. Вот реально, правда, друзья. Здесь дел столько. Вот ты вот идешь, у тебя глаз постоянно за что-то цепляется, цепляется, цепляется. А вот здесь надо сделать, а вот здесь доделать. Когда здесь скучать, я вообще не понимаю, почему люди думают про тоску смертную. Вот в квартире мне было реально скучно. Вот там я не знала, чем себя занять периодически, особенно по праздникам, когда вроде как работать уже не надо, сходил там на каток, сходил в кинотеатр, а дальше что делать, не понимаешь. А в деревне как вышел, как увидел сугроб, как взял лопату для снега, как почистил, так и тоска сразу и пропала, да. А летом так вообще не соскучишься, там и огород, и сад, и косить надо, и все ремонтировать. Короче, в деревне, друзья, вы точно не умрете со скуки, я вам 100% гарантию даю, попробуйте, не пожалеете. Следующий страх. Как ни крути, а деревенская жизнь довольно-таки затратная. Там нужно что-то починить, там что-то прикупить, там растения новые захотелось. Поэтому больший страх остаться без работы и, соответственно, без финансов. Все планы будут приостановлены в реализации. Ну и в плане здоровья, не дай бог, заболеть, все, пауза на неопределенное время. Ну, слушайте, можно заболеть в городе, и не факт, что медицина вам поможет, да. Тут тоже бабушка надвое сказала. А по поводу того, что вы боитесь остаться без работы, ну, знаете, если вы потеряете одну работу, то можно найти другую работу. Точно так же можно и в городе бояться, что вы останетесь без работы. Тут, наверное,
речь не о деревне все-таки, а о ваших страхах, непосредственно касаемых работы. Деревенская жизнь тут ни при чем. Вот эти страхи работают равно и в городе тоже. Следующий комментарий. Добрый вечер, Наташа. Вам точно бояться нечего. Знаю ваш населенный пункт. О, это, кажется, соседи мне пишут. Знаю точно кругом люди. Мне кажется, молодежь, если надумает в деревню, с работой трудновато, там ее просто нет. Но зато районный центр недалеко, лишь бы транспорт был. А вам желаю здоровья, благополучия, всегда хорошего настроения. Ваша деревня– моя малая родина. Там все. Напоминает о детстве и юности. О, супер. Подписчица моя написала, которая жила, видимо, раньше здесь, в этой местности, где я живу. Супер, здорово. Следующий комментарий меня очень насмешил. Здесь человек пишет. Это пока молодой, легко переехать в деревню, а когда здоровья уже нет, не советую никому никуда переезжать. Я думаю, в деревню переезжают либо психически больные люди, либо отсидевшие в тюрьме, или бомжи, у которых квартиру отняли, или законченные романтики, начитавшиеся романтических книг про деревню, или многодетные семьи, или бизнесмены, животноводы. Ведь на балконе корову невозможно держать. Такой смешной комментарий. Кстати, по поводу романтизации деревенской жизни хочу с вами поговорить. Вот есть очень много блогеров сейчас, которые ведут деревенские блоги. И я на многих подписана и смотрю, как кто ведет свой блог, да, мне тоже интересно посмотреть, как коллеги тоже справляются с деревенским бытом и так далее. И вот среди этих блогов есть очень много людей, которые действительно романтизируют деревенскую жизнь, говорят, что там в деревне вообще я не устаю, я порхаю как фея, у меня все складывается благополучно. Такие вот есть блогеры, которые уверяют вас, что жизнь в деревне прекрасна, здесь нет никаких сложностей, здесь вообще не устанешь никогда. Ну, что я вам хочу, друзья, сказать. Не верьте людям, которые утверждают, что в деревне вы не устанете совсем. Здесь постоянно физический труд требуется, и по-любому человек, который вам вещает о том, что он не устает, он 100% устает, просто это остается за кадром. Он вам этого не показывает и не рассказывает и так далее. Здесь есть свои сложности, трудности. В своих видео я прекрасно об этом рассказываю. Рассказываю вам, как я сильно устаю и как вообще сложно до зрителя донести то, что ты устал. Потому что одно дело там вот снять на камеру какое-то дело и рассказать о нем, а другое дело, как ты себя при этом чувствуешь и как передать вот эту усталость зрителю. Это не всегда удается, да. А вы, кстати, напишите в комментариях, что вы думаете, кто переезжает в деревню? Психически больные люди, сидевшие в тюрьме, и бомжи, законченные романтики? Кто вообще в деревню-то едет, друзья? Ну, с одной стороны, наверное, можно действительно сказать то, что люди, которые решились жить в деревенской жизнью, в деревенском доме, они в некотором смысле немножко того, да, есть такое. Нужно, наверное, быть достаточно очень сильно смелым, чтобы решиться на такой шаг. Людей таких, как правило, называют дураками, которые без ума, да, без ума от чего-то, принимают решения своим сердцем, а не головой. Да, отчасти все-таки мы, деревенские жители, такие, которые живут больше сердцем, чем головой, и делают свой выбор по душе. И это, я считаю, справедливо вполне. Такие люди со стороны кажутся действительно немножко сумасшедшими. Но, знаете, меня это нисколько не задевает, не обижает, потому что это даже своего рода такой вот комплимент. То, что я живу как угодно моей душе. И пусть я для кого-то буду сумасшедшей, но зато я буду в ладу с собой, с миром, с людьми и так далее. Вот. Ну, в общем, еще расскажу немножко о мифах, с которыми я сталкивалась, да. Ну, в общем, друзья, вы написали еще много мифов и страхов. Они в это видео уже не поместятся, оно получится слишком длинным. Поэтому я решила провести прямой эфир, где мы сможем пообщаться с вами на эту тему и вообще на все темы, которые вам интересны. К тому же для прямого эфира появился прекрасный повод. 9 декабря у меня день рождения, и я хочу пообщаться с вами в этот день. Прямой эфир я проведу ВКонтакте 9 декабря в 20:00 по московскому времени. Поэтому найдите под этим видео ссылку на мое сообщество ВКонтакте и обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить его. Буду очень рада встрече с вами. Ну а на сегодня все. Увидимся с вами на прямом эфире ВКонтакте. Пока-пока.